Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Вопреки расхожему мнению, в образах героев и самом сюжете «Аватаров» Джеймса Кэмерона можно найти целый океан довольно глубокого содержания и смыслов. Благодаря использованию архетипов этот глубокий смысловой океан имеет к тому же очень пологий берег, и ко всей глубине содержания можно продвигаться постепенно. В этом видеоэссе речь пойдет о наиболее сложном и драматическом образе второго «Аватара», о киногерое, образ которого, на мой взгляд, достигает порой шекспировской психологической глубины и трагизма. Это паук Майлз Сокорра, сын полковника Куорича. Сам полковник также не будет обойден вниманием в этом видеоэссе. И если мой рассказ об этих киногероях покажется вам интересным, то в конце просмотра поблагодарите меня лайком или откликнитесь комментарием. Это поможет развитию канала. Итак, паук Майлз Сокорра. Во втором «Аватаре», то есть в фильме «Аватар. Путь воды», он появляется уже приблизительно 16-летним подростком. Зрителям ничего не сообщается о матери мальчика и мало говорится о его предыдущей жизни. Некоторая информация о происхождении и самых ранних годах жизни паука Майлза Сокорра есть, впрочем, в серии комиксов, созданных на основе художественной вселенной «Аватар». Мать мальчика, Паз Сокорра, была пилотом боевого конвертоплана «Скорпион» и служила под началом полковника Куорича. Среди сослуживцев Паз Сокорра имела репутацию неприступной женщины, но вот перед своим шефом она все же не устояла. В результате служебного романа на свет и появился Майлз-младший. Паз Сокорра была заботливой матерью, но она погибла в том же грандиозном сражении у дерева душ, что и полковник Куорич. Мать мальчика была пронзена стрелой прямо в кабине ее конвертоплана. Майлзу-младшему на момент гибели обоих родителей было чуть меньше года. Осиротевшего малыша официально усыновил шахтер Нэш МакКоскер, который со своей женой остался среди немногих людей, не изгнанных с Пандоры в финале первого «Аватара». Но паук подружился с детьми Джейка Салли и большую часть времени проводил именно с ними, что, собственно, мы и видим в начале второго «Аватара». Интересная деталь. Мальчика, как и его отца, зовут Майлз. В переводе с латинского «Майлз» означает «солдат». Почему у полковника Куорича такое имя, понятно и логично. Если подобный воинский смысл имени у его сына, увидим в будущих фильмах. А возможно и то, что общее имя – это просто дополнительное подчеркивание родства. Итак, Майлз, паук Сокорра, фактически растет вместе с детьми Джейка Салли. Джейк в начале второго фильма говорит: «Мы его не усыновляли, он приблудился как котенок». Есть в этой фразе, вот в этом сближении ребенка с котенком, заметное и неприятное, ну вот по крайней мере мне, пренебрежение. Эта фраза в некоторой степени характеризует положение Майлза-паука, человеческого ребенка среди племени Нави. Джейк в одном из начальных эпизодов говорит, что паук для Нейтири так и остался чужим, одним из них. Сама же Нейтири, наблюдающая в это время за детской игрой с явно неодобрительным выражением лица, произносит: «Его место с его собственной расой». То есть Нави тоже вполне могут быть расистами. Мне очень грустным показался внешне веселый эпизод с празднованием дня рождения одного из сыновей Джейка Салли. Вспомните, какими глазами смотрит Майлз-паук на то, как Джейк измеряет рост своего сына, делает отметку на столбе. Представьте, как рос этот ребенок, без отца, без матери, среди иных даже внешне. Скорее всего, его дни рождения никогда не праздновались. Никто вот так не измерял его рост. Даже расположенный, казалось бы, к мальчику Джейк говорит о нем: «приблудился как котенок».
Что уж говорить о Нейтире с ее стойкой недоброжелательностью к человеческому ребенку, сыну полковника Корича. И просто чудо, что этот никому из взрослых особо не нужный и никем по-родительски нелюбимый, что называется невылюбленный ребенок, вырос безусловно социализированным, с абсолютно устойчивой психикой, без затаенных обид, без сосредоточенности на несправедливости мира по отношению к нему, без потребности мести, но, напротив, способным к добрым чувствам и поступкам, способным к прощению. Кстати, так бывает и в реальной жизни. Да, семья очень важна и нужна ребенку, но это не значит, что ребенок, которого не вылюбили, не вырастили любящие родители, не может быть успешен и благополучен в жизни. Показателен пример новозеландского актера и продюсера Клиффа Кёртиса, который сыграл во втором «Аватаре» роль вождя клана Меткаинов Танавари. Клифф Кёртис остался без матери, когда ему было всего 3 года. Отец же малыша был алкоголиком. Детство у Кёртиса было очень трудным. И в 12 лет Клифф оказался вообще под опекой государства. Но, тем не менее, мальчик смог найти свою дорогу в жизни и стать успешным актером и продюсером. Так что люди даже и с проблемным, сложным детством вполне могут стать успешными, если будут сосредотачиваться на целях и достижениях, а не на обидах и несправедливостях судьбы. Возвращаемся к пауку. Глубокая эмоциональная связь есть у Майлза-паука с приемной дочерью Джейка Кири. Фактически это детская дружба-любовь, перерастающая на наших глазах в юношескую. Причем любовь взаимная. А учитывая их принадлежность к разным биологическим видам и однозначно враждебное отношение к пауку приемной матери девочки Нейтири, как тут не вспомнить многие сюжеты мировой культуры, в которых между влюбленными лежит пропасть происхождения, вражда семей, родов, племен, религии, рас, классов или иные подобные вещи. Вспомните сцену на тонущем, пылающем корабле, когда полковник Корич держит нож у горла Кири, а Нейтири делает то же самое с пауком и даже наносит ему рану, слегка полоснув по горлу ножом. Вспомните, как юные друзья влюбленные переживают в этот момент не за себя, но за другого. Как они умоляют каждый своего родителя не причинять вред другому. Мало того, что Майлз-паук растет приблудившимся котенком, он же еще и постоянно несет вот эту тяжесть кровной связи с врагом всех Нави, врагом семьи его друзей, полковником Коричем. Вспомните эпизод, когда паук, Кири и Лаак посещают находящуюся в теле аватара в капсуле Грейс Огустин, родную мать Кири. После шуток о таинственном отце Кири у Майлза-паука вырывается: «Иногда лучше вообще не знать, кто твой отец». Кири пытается успокоить его, говорит: «Ты совсем другой». Но вот что интересно. У Майлза есть таки на самом деле глубоко скрытый интерес к личности своего отца. Он не отрекается от него, он думает о полковнике Кориче именно как об отце. Вспомните, когда дети находят заброшенный вагончик ученых, паук говорит Лааку: «Здесь твой отец сбился с моим». Произнося фразу, он немного запинается, но произносит таки вот это «с моим». Вспомните и то, с какими неподдельными эмоциями и переживанием он смотрит, точнее подглядывает за боем между полковником Коричем и Джейком. Имею в виду запись этого боя на устройстве планшете, которую находят и смотрят рекомбинанты во главе с полковником Коричем там же у вагончика, на месте той давней битвы. Важно для драматургии сюжета, что и полковник Корич, будучи уже в теле рекомбинанта, тоже думает о своем ребенке, о своем сыне. Вспомните, когда у вагончика Корич понимает, что перед ним именно Майлз, у него вырывается: «Я думал, тебя эвакуировали». Следовательно, думал таки.
Рекомбинант Куорич всматривается в мальчика так же внимательно, таким же долгим взглядом, задумчивым взглядом, каким смотрел и на человека Куорича в видеозаписи. Тут нужно не запутаться. Куорич записывал свою память для будущего рекомбинанта еще до боя, в котором погиб и сам полковник, и мать его ребенка Пасса Корра. То есть рекомбинант действительно не мог знать, что же дальше произошло с мальчиком, поскольку этого не знал и полковник Куорич, еще будучи в человеческом теле. Предположение, что малыша вывезли на землю, было вполне логичным. Полковник мог не ориентироваться в особенностях транспортировки маленьких детей, вернее, не знать о ее невозможности. То есть упрекнуть Куорича в полном безразличии к сыну не получается. Позже рекомбинант скажет о полковнике, собственно, о себе прежнем. «Я знаю, он не был хорошим отцом». Это признание тоже скорее в плюс Куоричу. Что он имеет в виду? Видимо, то, что был постоянно занят на службе, не проводил время с ребенком. Возможно, и то, что не женился официально на его матери, не дал свою фамилию. Но, по крайней мере, он это все понимает и принимает на себя ответственность. Когда Майлз-младший оказывается в плену и его подвергают пыткам, рекомбинант Куорич однозначно чувствует и проявляет себя отцом. Нарушив субординацию, он вмешивается в происходящее и сам отключает вращающийся аппарат, останавливает истязание сына. Затем следует интересный разговор Куорича и Майлза-младшего, паука. Полковник говорит: «Крепкий ты парень. Как ни старались эти лабораторные крысы, ничего не добились. Уважаю». Конечно, в похвале Куорича есть одновременно и действительно отцовская гордость за стойкость сына и попытка манипуляции. Но, как бы то ни было, Майлза-паука впервые в жизни похвалил отец. И видно, насколько эмоционально подросток это воспринимает. Абсолютно очевидно, что ему эта похвала приятна. Да, с одной стороны, отец представляет зло. Но с другой стороны, похвала отца даже вот в такой ситуации много значит для мальчика. Вспомните, как аккуратно паук бросает в сторону вложенный ему в руку жетон отца. Похоже, он делает это скорее потому, что считает, что так надо, так правильно будет поступить, а вовсе не потому, что ему действительно хочется выбросить эту отцовскую вещь. После этого эпизода между Майлзом Куоричем и Майлзом-младшим постепенно начинают выстраиваться отношения. Причем крайне интересны стили поведения, которые каждый из них принимает. Майлз-паук уже не проявляет такой агрессии, как при первой встрече у вагончика. Он ведет себя по отношению к отцу-рекомбинанту внешне иронично и насмешливо. Подсмеивается над его ошибками в языке Нави, над его недостаточным знанием жизни и ритуалов пандарианцев. Именно такой стиль общения позволяет мальчику скрыть или внешне оправдать свой искренний интерес к общению с отцом, желание этого общения. Понятно же, почему пауку приходится скрывать это хотя бы за иронией и насмешками. Ведь его отец продолжает оставаться врагом для тех, с кем рядом мальчик вырос. Еще более интересно поведение самого Куорича. Строгий командир, жесткий профессионал военный в общении с сыном абсолютно меняется и не раз проявляет абсолютно несвойственную ему ранее мягкость и даже, казалось бы, наивность. Можно, впрочем, предположить, что Куорич стремится наладить отношения с Майлзом-младшим и потому уступает и порой позволяет сыну-подростку то, что никогда и ни при каких обстоятельствах не позволил бы кому-то иному. Можно сказать, что полковник подыгрывает пауку, и именно потому иногда не прочь показаться менее опытным и умелым, чем есть на самом деле. Но можно объяснить это и чуть по-другому. Ведь у полковника Куорича действительно просыпаются искренние отцовские чувства. И на первых порах он вполне может
частично ассоциировать сына-подростка с тем младенцем, которого он, отец, знал много лет назад. Отсюда может быть и такая особая мягкость в обращении с мальчиком. Сожаление об упущенном времени общения с собственным ребенком тоже может быть причиной то ли сознательных, то ли интуитивных уступок со стороны полковника. Осознание своей косвенной ответственности за проведенное в сиротстве детство сына, сострадание к нему. Куорич, похоже, искренне старается исправить упущенное и стать для мальчика настоящим отцом. Именно потому со стилем поведения Куорича и происходят те удивительные трансформации. Но при этом Куорич, как отец, не только мягок и уступчив. Вспомним, как при посадке в вертолет он инструктирует сына и грозит ему старым добрым ремнем в случае непослушания. Кстати, очень интересно и показательно, как паук реагирует на вопрос отца «ты понял?». Мальчик отвечает той же фразой, которой, как он не раз слышал, отвечали своему отцу сыновья Джейка. Так точно. Можно только представить, сколько тайной радости и счастья приносит на самом деле пауку вот эта возможность впервые в жизни сказать своему собственному отцу «так точно». Этими словами Майлз-младший фактически показывает принятие не только правил, но и отцовской фигуры Куорича. Своего рода критической точкой игры паука в иронию и насмешку становится эпизод с выбором полковником Куоричем экрана. Скорее всего, мальчик слишком увлекся вот этой своей ролью язвительного насмешника и потому упустил действительно важный момент, не предупредил отца о необходимых приемах безопасности при выборе экрана. Но вспомните его испуг, когда экран с полковником срывается со скалы. Вспомните, как он стоит на краю обрыва и ждет. Уже потеряли всякую надежду дождаться полковника его сослуживцы-подчиненные. А сын ждет. Можно только представить, как тяжело у него на душе, о чем он думает и как винит себя в этот момент. Ведь Майлз-паук уже начал было привыкать, что у него есть отец. Почти поверил в исполнение тайной мечты детства – иметь отца. Опять же, напомню тот эпизод с празднованием дня рождения одного из сыновей Джейка. Какими глазами смотрел тогда паук на все то чужое веселье. И вот вдруг он сам оказывается косвенным виновником гибели обретенного наконец-то отца. Когда же в конце концов полковник Куорич появляется на укращенном экране, в глазах мальчика и радость, и гордость за отца. После этого начинается самое лучшее и самое счастливое время в отношениях между отцом и сыном. Вспомните, как они летят вдвоем на экране, как Майлз учит Куорича языку Нави. Причем, обратите внимание, он учит отца правильному произношению фразы «я тебя вижу». Фраза эта в том эпизоде не случайна. Вспомните, что у Нави она фактически означает самый высокий уровень чувств по отношению к другому. Эта фраза в тот момент говорит о том, что пришло время отцу и сыну увидеть друг друга. Они оба абсолютно счастливы в тот момент. Семейную идиллию разрушает сообщение летящего рядом рекомбинанта. Радар засек воздушную цель, похоже, противник. Уместно вспомнить, кстати, слова Джейка. Счастье – это такая вещь, которая может исчезнуть неожиданно. Неожиданно исчезает и длящаяся некоторое время идиллия в отношениях отца и сына. Лицо Майлза-младшего меняется. Меняется и Куорич в последующем разговоре с генералом. Он опять жесткий профессионал, солдат. Разговор заканчивается его фразой «Дадите мне какую-нибудь технику, я привезу вам его скальп». Полковник имеет в виду скальп Джейка Салли. Полковник Куорич получает задание и начинает его выполнять.
Надо заметить, с каким отчаянием смотрит Майлз-младший на отца, когда тот со своей командой угрожает убийством Нави, требуя выдать местонахождение Джейка Салли. Паук смотрит и не узнает. Неужели это тот его отец, которого он впустил в свое сердце, которого учил фразе «я тебя вижу»? Когда полковник с командой устраивают самое первое нападение на деревню, Паук фактически спасает ее жителей, упросив отца хотя бы никого не убивать. Полковник молча учитывает просьбу сына и ограничивается сожжением жилищ. Но дальше мольбы сына перестают действовать. Вспомните то отчаяние, которое овладевает Пауком, когда он оказывается не в силах уговорить отца не нападать на Нави, не убивать Тулкунов. Вот только представьте, какое глубочайшее потрясение переживает Майлз-паук при этом резком переходе от исполнения несбыточной, казалось бы, мечты, от счастья обретения отца к трагическому осознанию, что отец все равно остается врагом того мира, в котором паук вырос, всего того, что он любил, включая Кири. Просто великолепно сделан в фильме эпизод, в котором во время охоты на тулкунов ученый-гидробиолог на охотничьей шхуне поясняет пауку происходящее. Вспомните тот эпизод. Гидробиолог комментирует все почти в стиле документальной журналистики. Он говорит подчеркнуто сдержанно и несколько даже отстраненно. Понятно, что это внешняя отстраненность, его собственная защитная реакция, как и пьянство, о котором тоже было мельком сказано самим ученым в разговоре с хозяином охотничьей шхуны. Но этим подчеркнутым контрастом между внешне бесстрастным стилем повествования и происходящим масштабным убийством беззащитных тулкунов сцена производит тем большее эмоциональное воздействие и на паука, и на зрителей. Паренек не выдерживает и, схватив огнетушитель, начинает крушить оборудование шхуны. Этот эпизод, кстати, очень напоминает то, как в первом «Аватаре» Джейк в эмоциональном порыве разбивал камеры на технике корпорации. Финальные события фильма насыщены невероятно психологически трудными для Майлза-паука Сокорра событиями. Я уже вспоминала сцену, в которой полковник Коорич угрожает Джейку убийством Кири, а Нейтири делает то же самое, схватив паука. И вот еще раз о полковнике Коориче, о том, как неоднозначен и изменчив этот образ. Да, побыв в роли обретшего сына счастливого отца, он в какой-то момент опять возвращается к привычной для себя роли солдата, бойца, беспощадного врага всех тех, кто чем-то мешает или опасен людям-землянам. Но вот возникает критическая ситуация, в чем-то даже на уровне гамлетовского «быть или не быть». Только вместо «быть или не быть» здесь вопрос «кем быть и что выбрать». Он, Коорич, прежде всего солдат, полковник, или же он прежде всего человек и отец? И Коорич, рекомбинант Коорич, оказывается прежде всего человеком и отцом. Он выбирает жизнь своего сына. Кстати, все ли заметили, что ведь полковник спасает жизнь паука и в еще одном эпизоде, чуть раньше, когда полковник видит в прицел Джейка, но рядом с ним и своего сына, то отдает подчиненным приказ не стрелять. И понятно, что в этот момент Коорич беспокоится о своем ребенке больше, чем о боевой задаче. Чтобы сгладить этот неловкий перед подчиненными момент, он несколько искусственно радостно продолжает: «Идет к нам в руки, надо с этим кончать». Странно, ведь только что Джейк был на прицеле. Можно было сделать удачный выстрел, как и говорит его подчиненный. Но дело-то в том, что вместе с Джейком мог погибнуть и сын полковника Коорича, не отдай он вот этот приказ не стрелять. И вот теперь давайте представим, через какие невероятно сложные психологические испытания проходит в финале фильма Майлз-паук Сокорра.
С одной стороны, полковник Корич – враг его мира, его вселенной. С другой стороны, он же его отец. И проведенное вместе с Коричем счастливое время мальчику явно никогда не забыть. Вспомним опять же тот полет на экране, то хоть и недолгое взаимопонимание отца и сына. С одной стороны, можно сказать, что именно по вине полковника погиб и Нетеем, и многие другие, и едва не погиб Джейк. Но с другой стороны, Корич ведь выбрал его, паука, жизнь как самое для себя ценное. Пожертвовав служебным долгом и нарушив приказ, отец спас сына от ножа Нейтири. И если о том приказе отца не стрелять, когда мальчик был вот рядом с Джейком, паук, конечно, не знает, то вот то, что произошло на палубе, Майлз-младший забыть не сможет никогда. И получается, что Майлз-паук не мог не спасти жизнь своему отцу, полковнику Коричу. Иначе, а вот как бы он сам жил дальше, если бы не сделал этого? Мог спасти, вытащить отца, но оставил бы умереть. Тем более, что своего рода опыт подобного переживания паук уже имел. Вспомним еще раз вот тот эпизод с приручением полковником экрана. Когда в тот раз мальчик ждал на обрыве отца, то он же точно успел немало прочувствовать и передумать. И наверняка думал о том, что если отец погиб, то в этом есть и его вина. И Майлз-паук тоже спасает полковника Корича, спасает своего отца. Но тяжесть совершенного выбора на его совсем юных плечах ведь не уменьшается от этого. Да, он спас отца, но он же спас человека, который хотел убить Джейка. И вот теперь Джейк даже не знает, что полковник Корич на самом деле жив. И Джейк в опасности. И не только Джейк. Ведь Корич держал нож и у горла Кири. А к тому же Джейк его, паука, принимает, наконец, как сына. Произносит ту же фразу, которую чуть раньше произнесла Нейтири: «сын за сына». Но насколько же разный смысл имеют эти две формально одинаковые фразы? И вот этот жест фактически усыновления Джейком паука возлагает на мальчика тем более тяжелый груз ответственности. А ко всему прочему, давят ведь на Майлза-паука и непростые отношения с Нейтири. Да, она мать Кири, Лаака, жена Джейка, но она только что полоснула ножом его горло и убила бы с легким сердцем, если бы Корич не принял именно отцовское решение. Вспомните, как паук выбирается из воды рядом с семьей Джейка Салли, и как он, съежившись, сидит некоторое время в сторонке. Он среди них свой или чужой? И легко ли ему будет жить среди них, помня, что спас-таки врага всех Салли? Хотя спас ведь своего любящего и, несмотря ни на что, любимого отца. Но и поступи паук иначе, допусти смерть полковника Корича, как бы он и с этим тогда жил. Образ Майлза-паука Сокора невероятно интересен и сложен. Уровень глубины этого героя, глубины стоящих перед ним проблем может быть сравним, на мой взгляд, с драматургией некоторых лучших образов шекспировских трагедий. И если мои рассуждения помогут кому-то из зрителей проникнуться большим состраданием к юному Майлзу-пауку Сокора, герою фильма Кэмерона «Аватар. Путь воды», я буду считать свою работу не напрасной. Всего доброго и до новых встреч!